Я хотела с вами поделиться немного личным и рассказать, что несколько лет назад мы поехали в Литву, немного там пожили. Как вы знаете, в итоге мы оказались в Польше, прожили 2 года в Польше. И вот сейчас, этим летом, мы решили съездить из Польши в Литву, чтобы вспомнить ощущения и сравнить эти две страны. И теперь, сравнив их, мне есть много что сказать. В общем, в 2019 году мы уехали из России, чтобы пожить немножко в Литве. Почему именно Литва, вы можете посмотреть в предыдущем ролике. Нам было интересно пожить в какой-то стране не как туристы, потому что, мне кажется, это человеку всегда очень полезно посмотреть в бытовом плане, как живут люди, что их окружает, почему они такие, какие они есть. Как вы знаете, мы вернулись в Россию, потом переехали в Польшу, и уже живем 2 года в Польше. Проникнувшись бытом Польши, нам было интересно взглянуть, как нам теперь покажется Литва. Нам она очень нравилась, у нас она оставила прекраснейшие воспоминания, и поэтому нам было очень важно это сравнить. Чтобы добраться из Кракова до Вильнюса, нужно примерно 11 часов на автобусе. Сначала до Варшавы, а потом от Варшавы до Вильнюса. Цена билета примерно в одну сторону составила около 20 евро. Конкретно в Вильнюсе у нас были всего сутки, поэтому нам нужно было успеть пробежаться по всем местам, которые нам были дороги по воспоминаниям, и посмотреть на них, так сказать, свежим взглядом. Я вот сейчас сижу и такая довольная. Просто так приятно вернуться в то место, в котором ты жил, как ты его попробовал изучить. Это все-таки совсем другая культура. И мне так здорово пройтись по этим же местам, посмотреть, что изменилось, что не изменилось. Прям я рада быть в Вильнюсе. Но в эту поездку я ехала с новым ощущением, с новым знанием. Когда мы переезжали из России в Литву, мы ничего не знали особо про контекст вот этих стран. Там Литвы, Польши, Беларуси. Не знали вот почему. Вот у нас в России, не знаю, как у вас, в Польше или откуда вы смотрите, пишите в комментариях. Но у нас в России как будто бы есть такое ощущение, что не очень-то изучают историю соседних стран. По крайней мере, я ее практически не помню. Я ничего не знала особо про историю Литвы, Польши. Я знаю какие-то моменты, которые касаются истории России, связаны с этими странами, но не более. И мне кажется, это очень большое упущение, потому что, мне кажется, очень важно знать историю соседей, потому что ты приезжаешь в новое место, и оказывается, что у людей здесь настолько там свой интересный контекст, свои проблемные точки. Допустим, мы не знали, что у истории Польши и Литвы есть много очень таких спорных, важных моментов, которые до сих пор очень волнуют людей. Я не знаю, как у вас в ваших странах, но мы, получается, живем в контексте какой-то своей истории, а без контекста окружения, без контекста, как жили другие страны, мы же не можем ничего сравнить, ничего нового про себя понять. Поэтому это очень важно. Поэтому даже если в школе мы не изучаем, поэтому важно путешествовать в другие места, чтобы смотреть и сравнивать, что важно для других людей, что важно для других историй и так далее. Это, я думаю, может многому научить. Так вот, мы приехали в Вильнюс с новым знанием о том, что у Польши и Литвы очень много камней преткновения. Я думаю, что очень много людей настроены миролюбиво, друг к другу дружественно, но есть люди, для которых очень важным считаются какие-то такие национальные вопросы и споры по поводу того же города Вильнюс. Но прежде чем перейти к этому, я хочу, наверное, рассказать про Вильнюс своими глазами. Когда мы жили в Вильнюсе, мы восхищались архитектурой, как тут здесь здорово, чисто, аккуратно, как здесь красиво одеваются люди, как в целом здесь миролюбиво, тихо, спокойно и атмосферно. Мы влюбились в этот город, там было очень много интересных кофеин, очень много интересных переулков. Жить в этом городе было приятно. Мне до сих пор получается интересно сюда возвращаться и гулять по этим местам, потому что на самом деле очень важно, что в городах настолько сильно отличается атмосфера, она в каких-то неуловимых вещах, что в целом создает атмосферу города. Литва, она в экономическом плане уступает Польше, и это можно заметить в некоторых таких деталях. Например, даже в центре, в столице Литвы, в Вильнюсе, не везде аккуратно сделан асфальт или дорожки, а не везде восстановлены старые здания. И это портит немножко атмосферу, потому что мы немножко избаловались Польшей и крупными городами, потому что там всегда дорога будет восстановлена. Если говорить о небольших городах, мы были в небольшом городе Биржай, о котором уже говорили в прошлом выпуске. Там очень много восстановленных дорожек, там видно, сейчас вкладываются деньги в обустройство этого города. Там есть очень красивый музей, называется Села, который восстановлен, отреставрирован, хотя раньше это были руины. Вокруг него тоже все очень красиво сделано. Я, кстати, очень советую съездить в эти места, там красиво. Внутри музея тоже сделаны очень интересные экспозиции, нас поводили и показали, так сказать, внутреннюю кухню музея, и это было интересно.
Но вернемся к Вильнюсу. Вильнюс мне очень нравится. Вильнюс хоть и небольшой город, но он такой свободолюбивый, яркий, контрастный. Не знаю, в нем какая-то царит такая творческая атмосфера. Поэтому мне кажется очень важным ездить к соседям, изучать их историю, наблюдать, как они живут, как они обустраивают свои улицы, что для них важно, как они живут. Это все очень важно, потому что это помогает посмотреть на себя со стороны. В Вильнюсе я бы обязательно советовала приехать и подняться на башню Гедеминаса, посмотреть с высоты, походить по музеям, которые тоже сделаны очень интересно в Вильнюсе, погулять по улочкам, потому что они сильно отличаются от того, как сделаны польские улочки. Для меня было важно записать этот ролик, чтобы показать одно место в Вильнюсе, которое, мне кажется, было бы здорово посетить всем. В начале ролика я говорила о том, что в России, на мой взгляд, или у меня так было, не очень-то изучали историю соседей. Что я считаю важным? Изучать историю соседей, историю взаимоотношений с друг другом, как она строилась, чтобы потом это не привело к той катастрофе, которая происходит сейчас. Чтобы государство не подменило понятия, не подменило какие-то истории и не приводило доводы для того, чтобы начать войну, какие-то абсолютно бессмысленные, глупые, из каких-то которые, возможно, работали где-нибудь в 16 веке. Но когда ты начинаешь изучать историю соседних стран, Польши, Литвы, Беларуси и других стран, ты видишь, что многие вещи в истории повторяются, ты видишь, какие у них проблемы бывают. Прочитав комментарии под прошлым выпуском, мы заметили, что и у некоторых, я надеюсь, что таких меньшинство поляков, литовцев и белорусов, есть тоже какие-то националистические мысли. Они пытаются как-то оскорбить друг друга и смотреть в прошлое. Понятно, что у этих стран очень богатое совместное прошлое. Есть много спорных моментов, есть много хороших моментов. Но очень странно в 21 веке смотреть в прошлое, апеллировать к каким-то аргументам 500-летней давности. Вы видите, к чему это может приводить. Вы видите, к чему это привело Россию. Поэтому мне кажется очень важным, чтобы люди изучали совместное прошлое, изучали, как жили соседи, но вместе смотрели в будущее. Например, что меня порадовало, что в Вильнюсе очень много поляков ходило. То есть они путешествуют друг к другу, они смотрят на то, как сейчас живут эти страны, и, я надеюсь, хотят прийти к какому-то дружественному будущему, обращая внимание на какие-то культурные особенности друг друга, беря друг от друга лучшее. Этими словами я хотела привести вас в самый интересный район Вильнюса, который называется Ужупис. Ужупис — это такой творческий район, в котором жила раньше, так сказать, художественная богема, и сейчас это такая свободная творческая зона, где очень много магазинчиков, где разукрашены все стены, где много мастерских, кофеен и так далее. Ужупис на самом деле очень интересное место, потому что раньше это был район художников, а сейчас это район, который провозгласил себя отдельной республикой. В 1996 году здесь собрались такая группа альтернативных художников, которая провозгласила свой гимн, конституцию, у них есть своя армия, 12 человек, и свой президент избирающийся. В общем, это такой уголок творчества, добра и свободы. И у них есть своя очень интересная конституция, которая говорит о свободе человека на вероисповедание, о свободе человека высказывать свои мысли, о свободе человека чувствовать себя в безопасности и быть в безопасности, о свободе кошки не обязательно должны любить человека, что-то такое. То есть там именно много таких простых прописанных вещей, казалось бы, очевидным в 21 веке, но, возможно, которые стоит перечитывать людям каждый день. То есть в этой конституции, которая висит на всех языках на стенах Ужуписа, прописаны очень простые вещи, очень очевидные и, возможно, банальные, но теперь мне кажется, что в 21 веке, которые важно перечитывать всем, может быть, каждый день. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, были ли вы в Вильнюсе. Не забудьте подписаться на этот канал. И если хотите, можете его поддержать здесь на YouTube или на Патроните, потому что мы ездим в интересные места Польши и соседних стран, чтобы показать, как они сохраняют свою историю, культуру, может быть, вместе прийти к каким-то интересным идеям.